Сегодня у меня для вас сразу два рецепта из тыквы. Простых, быстрых и очень вкусных. Начнем с первого и простого рецепта. Это то, что я люблю готовить, когда нужно быстро приготовить завтрак. Для этого нам потребуется теплый кефир, яйцо, сахар, щепотка соли и мука. Все ингредиенты напишу в описании под видео. Сохраняйте рецепт, чтобы потом не искать. Когда готовлю эти оладьи, всегда обращаю внимание на несколько важных мелочей. Во-первых, кефир должен быть именно теплым, не холодным из холодильника. Тогда тесто становится воздушнее. Маленький лайфхак. Если у вас нет кефира, можно заменить его натуральным йогуртом, но без добавок. Это тоже работает отлично. Теперь про муку. Не добавляйте всю муку сразу. Ее количество зависит от качества самой муки, от влажности тыквы и даже от того, насколько густой у вас кефир. Добавляю муку постепенно, перемешивая. Так легче контролировать консистенцию теста. Оно должно быть густым, но не слишком плотным, чтобы оладьи получились мягкими и нежными. Кстати, еще один маленький секрет. Просеянная мука. Так она насыщается воздухом и оладьи становятся пышнее. Добавляю в тесто разрыхлитель, тщательно перемешиваю и оставляю массу отдохнуть минут на 10. Теперь натираем тыкву. Я перепробовала разные способы и могу сказать, что мелкая терка – это то, что нужно. Когда тыква натерта мелко, оладьи получаются особенно нежными и однородными. Плюс на мелкой терке тыква быстрее отдает сок. Если чувствуете, что тесто получается слишком жидким из-за сока тыквы, можно добавить еще немного муки или даже немного манки. Она поможет впитать лишнюю влагу и сделает структуру плотнее. Еще иногда добавляю в тесто немного корицы или мускатного ореха. Эти специи прекрасно сочетаются с тыквой и придают приятный аромат. Обжариваю оладьи на среднем огне. Важно, чтобы сковорода была хорошо разогрета, но не слишком горячей. Так оладьи получаются с красивой золотистой корочкой и останутся мягкими внутри. Мне нравится пробовать разные добавки к таким оладушкам. Кто-то любит с медом, кто-то с джемом, а я иногда беру сметану. Вкусно в любом варианте. А недавно одна зрительница рассказала, что пробовала такие оладьи с соленой красной рыбой и сливочным сыром. Интересное и необычное сочетание. Что вы об этом думаете? А может, у вас есть свои любимые сочетания такого блюда? Напишите об этом в комментариях. Думаю, другим зрителям канала также будет интересно узнать о новых или любимых проверенных вкусах. Спасибо вам огромное за лайки и за то, что поддерживаете канал. Переходим ко второму рецепту. Кстати, тоже очень простое и очень ароматное и нежное блюдо. Для него нам понадобится мука, яйца, соль, ванильный сахар и молоко. Если хотите сделать блинчики более праздничными, попробуйте добавить немного цедры апельсина. Она не менее интересна в таком рецепте, чем мускатный орех или корица, например. Постепенно вливаем молоко, чередуя с мукой, чтобы тесто получилось однородным, нежным и нужной консистенции. В самом конце добавляем растительное масло, чтобы блинчики не прилипали. Если у вас есть время, дайте тесту настояться минут 10. Жарю блинчики на сковороде. У меня диаметр 24 см. Наливаю тесто и распределяю равномерно. Эти блинчики можно подавать с чем угодно. Мед, сметана, сгущенное молоко, джем. Выбор за вами. Мне нравится, когда на столе несколько вариантов. Каждый выбирает по вкусу. В заставках к этому видео я уже приготовила для вас еще пару интересных блюд. Обязательно посмотрите рецепты для вдохновения. Пишите вопросы и делитесь своими кулинарными историями и наблюдениями в комментариях. Спасибо, что вы сохраняете рецепты и делитесь ими с друзьями. Надеюсь, вам понравится и вы будете готовить эти рецепты с удовольствием. Приятного аппетита и отличного настроения. До следующей встречи!